Слава ко мне прибежал в мороз, полураздетый. Сейчас Вова тоже прибежал. А кто тебя выгнал из дома? Ее сожитель. Теперь вы хотите, чтобы двое других детей с вами жили? На время, чтобы она подлечилась. Да ест он на что? Бабушка кормит. Бабушка кормит, А да. вы? Ну, я в данный момент, да. Да в данный момент нет. Не кормлю. 3 года лишения свободы. Вот куда надо отправить. Проснулись, бухнули, поспали. Принципиальная гражданская позиция? Наверное, да. Пусть посидит. Лишить ее родительских прав. Славика я не выгонял. Гонял. Нет. Я думаю, что только он нам сможет ответить на вопрос. Вячеслав, идите к нам. Добрый день. У каждого из нас и у тебя наверняка есть какие-то собственные внутренние страхи. Честно скажу, один из моих страхов такой. На данный момент я очень категорична. Я не могу себе представить ситуации, когда мне придется выбирать либо мой ребенок, либо мужик. И позиция моя была такой все эти годы. Так вот, один из моих страхов, не дай бог, когда-нибудь это случится. Я очень надеюсь, что рядом будут верные друзья, которые вовремя дадут по голове. Но на данный момент такого себе представить я не могу. Не боись, не допустим. Сегодня в нашей студии 12-летний Владимир. Напоминаю, что по правилам нашей программы, если в студию выходит несовершеннолетний ребенок, то разговор с ним проходит под внимательным контролем психолога. Поэтому я хочу к вам обратиться и попросить, если что-то пойдет не так в нашем разговоре, вы всегда можете его остановить, всегда можете нас прервать. Хорошо? Да, конечно. Спасибо. Владимир, привет. Здравствуйте. Ну, рассказывай, зачем ты к нам пришел? Я пришел к вам за тем, чтобы мою маму лишили прав. И меня и моего младшего брата. А брату сколько? 8 лет. Угу. И что заставило тебя принять такое решение? Меня выгнали из дома. Не ты ушел, не что-то случилось. Мама сказала, так дверь открыла, сказала, уходи. Нет, мамы тогда не было в этот момент. Там еще была мамина подруга. Дома у вас? Да. А что она там делала? Ну, она там временно проживает. Мама ее приютила. А кто тебя выгнал из дома? Ее сожитель. А как он выгнал? Что случилось? Я был дома. Я помыл посуду, подмел. Пришел ее сожитель, Коля. Он зашел, и он упал, на диван, у нас стоит там диван. Он на него Почему он упал? Он был пьяный. Я его перетащил на кровать. Я сидел в комнате, он проснулся и говорит, что так нельзя делать. Ты так не делай, все, можешь отсюда уходить. Орал сильно, с матом. Как нельзя делать? Я не знаю, я не понял, про что он вообще. Как мама-то узнала о том, что произошло? Я был у бабушки, я ушел к ней. Позвонил брату, а потом уже позвонил маме. Брату какому? Старшему, Славику. Угу. Это родной брат? Да, это родной брат. Просто он не живет с вами уже, да? Сколько ему лет? 19. Угу. Он приехал, потом... вроде мама уже тогда приехала, мы вызвали полицию. Славик приехал, вы вызвали полицию, пошли домой. Да. А подруга мамина где была? Она вроде тоже там же была. Угу. Сидела у себя в комнате. Вот приходит полиция, и что дальше? Они забрали Колю, а я пошел к бабушке. Давай так, мы посмотрим, что ты рассказал до программы нашей съемочной группе, а потом будем задавать вопросы, если они появятся у нас. С мамой и с дядей Колей было, жить, невыносимо, потому что они громко кричали друг на друга, пили почти каждый вечер. Драки были. Они покупали водку, я пытался и прятать, и выливать, но на меня потом ругали за это. Почти все я делал. И подметал, и убирался. С ведрами каждый день, раза по 3 ходить. Посуду мыть. Мама почти все время лежит, больная. А он ничего не хочет делать, он просто садится и ничего не делает. Матом орал. Пытался учить, но он орал, я ничего не понимал. Крики не лучший способ воспитания. Я ушел к бабушке жить, потому что был такой случай, что
Он пришел пьяный, завалился на диван. Мы его перетащили на кровать. Потом он проснулся, начинал орать, то, что так делать нельзя, мол, так семьи не поступают. И сказал, мол, все, можете собирать вещи, уходите отсюда. Я взял и ушел к бабушке. Я просто ушел, потому что терпения не было его терпеть всего. У бабушки лучше. У бабушки тихо, спокойствие, нормально все. Если мама вылечится и перестанет пить, то да, я вернусь. И когда она Колю выгонит, тогда только вернусь, потому что, если она просто вылечится, все равно все продолжится по новой с Колей. Как давно твоя мама живет с Колей? После того, как умер мой отец, мне было 2 года, потом через год появился Коля. Так, а тебе сейчас 12. Да. Значит, тебе было 3 года, когда появился Коля. 9 лет вы уже живете с ним вместе. Получается, что твой младший брат Антон – это Колин сын? Да. А скажи, пожалуйста, а как они Антона воспитывают? Кто занимается им вообще? Им в основном занимается мама. Коля сильно им не занимается. Относится к нему, я не знаю, нормально вроде бы. А мама кем работает? А она сейчас не работает. А он? Он уволился, а раньше был продавцом-консультантом. Наталья Алексеевна, вы тоже хотите ограничить свою дочь в родительских правах? Да, потому что она очень давно пьет и не останавливается. А в предыдущем браке она пила или нет? В предыдущем браке тоже. Мужчина был не из благополучной семьи. Я Славика ей не отдала. Воспитывала сама. То есть и Славик у вас воспитывался? Славик у меня с пеленок воспитывался. И теперь вы хотите, чтобы 2 других детей с вами жили? Да, конечно, на время. Чтобы она подлечилась, лечилась. А она будет лечиться? Но она не дает согласия. Когда она пьет, кто с Антоном занимается? Сам по себе. Когда она просыпается, она делает с ним уроки, задания, это она делает. А вот тот дом, в котором они сейчас живут, он как достался ей? Он на его отца. От его отца остался. Понятно. А у вас свой дом? Да. Давайте посмотрим, как вы живете. В этом доме я живу с сыном, со старшим, и 2 внуками. Условия дома у нас все позволяет. Только, наверное, туалета нету. У нас стиральная машина, автомат. У нас есть вода и позволяет держать такую машину. Здесь обеденный стол. Отопление у нас газовое. С холодильника еда всегда есть. Кормлю на убой. Это вот коза. Здесь вот у нас вот кролик. Это свинина. Мясо у нас домашнее. Только покупаем иногда кур и индюшку. Вот наша комната. Она на стадии ремонта у нас. Кровать Вова здесь спит. Постели у нас есть. Куплены. Здесь спит сын. А здесь мы с Аришей. Вот здесь у нас письменный стол. Ребята делают уроки. Здесь по очереди. На время ограничения прав Надежды мы Антона с удовольствием возьмем, приобретем еще кровать и поставим сюда. Всем хватит. Комната большая. Ремонт пройдет, будет 2 комнаты. Надю надо лечить от алкоголизма. С запоями пьет. Когда принесут ей, то она пьет. Из дома она не выходит. Она у нас такая тихий алкоголик дома. Выпила, поспала. Опять выпила, опять поспала, и вот таким темпом она у нас живет. Детей, конечно, очень жалко, потому что они смотрят на их выпивки. Пока она будет лечиться, чтобы они только у нас пожили. Никуда их не отдадим. Это наши дети. Мы их ни за что не бросим. Надежда, идите к нам в студию, пожалуйста. Здравствуйте. Здорово. Надежда, вы знаете, с чем пришел сюда ваш сын и ваша мама? То, что я уже много лет пью, и то, что они против моего супруга. Нет, с кем зачем я они проживаю. пришли сюда? Они хотят, чтобы вас лишили родительских прав, Я забрать вообще у вас в шоке, конечно. обоих детей, и чтобы ваша мама их воспитывала. У меня дети не брошенные, всегда накормленные. Подождите, ваш Сытые, я сожитель не знаю. выгнал из дома вашего сына.
Это со Да, слов вашего сына. Это я знаю, да. Ну. Мы обсуждали этот конфликт. Я хочу понять, как вы поступили в этой ситуации. Поговорила со всеми. И сказала то, что мы Итог могли какой? разобраться между собой. Итог какой? Ну, Где живет ваш ребенок сын? живет с бабушкой. Он Ну. говорит, мне там лучше. То есть вы выбрали сторону своего сожителя? Но он... Нет, почему? Ну как нет? Потому что ваш сожитель выгнал ребенка из дома. В итоге ребенок живет у бабушки, вы живете с сожителем. Значит, вы стоите на стороне сожителя. Точка. Бабушка Вы исполняете живет рядом. свои родительские обязанности сейчас по отношению к вашему сыну? Ну, то, что он со мной не живет, и как бы, ну, я-то все равно общаюсь с ним, и Бабушке деньги покупаю, даете? и все. Бабушке деньги даете? Бабушке? Нет, бабушке я не даю. Я так вот сама, вот мы недавно ездили, покупали кроссовки с ним, потому что он пришел и сказал, он, то, что... Он это ест он на что? Бабушка кормит. Бабушка кормит, А да, вы? честно. Вот. Ну, я в данный момент, да. Можно Что сказать да? то, что В данный момент нет. не кормлю. Вы на него получаете деньги от государства? Да. А где они? Вот, покупала кроссовки. Нет, и вы плюс, мне про кроссовки не заливайте сейчас. Ну, Я понятно. спрашиваю, где те деньги, которые вы получаете от государства? покупаю еду, и часть уходит Когда она на... последний раз покупала еду? Нам она не покупает, она себе покупает. Да, я в дом покупаю. А сколько вы Сколько вы получаете? за него получаете? Я получаю 10 тысяч на него по потере кормилицы. Где они? Вот. Где они? Вы не работаете, бухаете, ваш не работает. Значит, вы на его деньги живете. А Можно кормит его сказать бабушка. В данном случае есть факт жестокого обращения с ребенком. Выставили на улицу. Просто выставили. Она, как мать, обязана в силу закона нести бремя его воспитания, содержания и все. Есть уголовная статья, которая предусматривает 3 года лишения свободы. Вот куда надо отправить. И не надо думать ничего. Не надо. Пусть посидит. Она и излечится сразу, и придет, и обратно точно не захочет. Вы пьете? Бывает. Как часто? Ну, как сказать, ну не прям то, что часто, Как часто? Задаю простой вопрос. раз в месяц. Можно Вот так. брехать зачем? Ваша мама сказала, ваш образ жизни такой, вы не работаете. Бухнули с утра, поспали. Проснулись, бухнули, поспали. Увидели ребенка, о, надо уроки сделать. Сделали, может быть, а может и нет. Нет, я не Вы нам отрицаю, сказали то, что я следующее. выпиваю. Когда я вернулась, проводив гостей, уже была полиция, а ваш сын сказал, что когда они с вашим старшим Мы братом пришли, приехали, вы спали. вы Я зашла, бухие уже спали были. вместе с Колей, Мы пришли, вы спали. и они, Сыну. полиция приехала, когда вы уже были дома и спали, то есть знали, что он выгнал ребенка из дома. Нет, я знала, потому что мне позвонила Наташа и сказала то, что Коля проснулся, и то, что вот такой конфликт. Я говорю, я сейчас приеду, я разберусь. Почему младший на Коле не записан? Почему? Ну, как-то ни к чему я дала отчество. как ни к Что чему, значит ни к интересно? чему? Вы живете с мужиком, это отец ребенка, и он не вписан в свидетельство о рождении. Почему? Ну, как бы все у меня... То есть я уже потом доказывала то, что вписали... Давайте мы Вову Отца проводим, наверное, верно ведь? Вов, спасибо тебе за то, что рассказал, что происходит. И будем надеяться, что мы сможем вразумить твою маму, только без тебя уже, ладно? У меня была возможность пообщаться с Вовой достаточно много времени до передачи. Вот. Очевидно, что его психологический возраст значительно выше, потому что по факту его использовали как раб-силу. Как он говорил, меня не то чтобы просили помочь по дому, на меня перекладывали ответственность. А во всех остальных областях никого не интересует его жизнь, его переживания. Друзей в классе у него нет. Он замкнут. И он сказал, что даже если Колю удалят из нашей жизни, этого недостаточно, чтобы вернуться домой и чувствовать себя там в безопасности. Потому что там, он говорит, просто никому напрочь не нужен. И то же самое ждет младшего сына. Давайте посмотрим, как вы живете, а потом я еще вам буду вопросы задавать не очень простые. В этом доме живу я, дети мои и супруг.
Это наша кухня. Это вот плита, где я готовлю. Вот супчик недавно сварила. Вот ребенок мой пришел со школы. Зовут нас Антон. Нам 8 лет. Здесь вот холодильник наш с продуктами. Здесь вот я сама делаю и капусту, и вот помидорчики мы открывали, и рыбу вот малосольную сама. Здесь вот у нас раковина. Мы, когда просыпаемся, умываемся. Условия есть. Здесь это наш зал. Вот здесь спит Антон наш. Здесь вот делает уроки. На этом диване спит у нас Вова. Но временно сейчас он пока что у бабушки живет. Эта кровать, здесь спим я с супругом. Здесь вот у Антона есть награды уже. Вот его поздравляли на Новый год. То, что он по математике у меня самый лучший. Эту раскрасочку ему вообще вся нравится. Он с ней не расстается. Вот он просит там разукрашки, пластилин, фломастеры. То есть мы это все ему покупаем, чтобы лишь бы развивался ребенок как положено. Я нормальная мама. То есть я не гуляю, дети всегда при мне, всегда накормлены, одеты, обуты. Что Таня хочет, какой у нее умысел, у меня только один. Из-за денег. Она за своим одним единственным ребенком не может усмотреть. Насколько я знаю, она сама стояла на учете по алкоголизму. Да, конечно, мы и по праздникам можем выпить, но иногда после работы там пивка, ни разу, чтобы там я до потери пульса, такого никогда в жизни не было. Ребенок спит в метре от вашего супружеского ложа? Ну, да. Потому что когда раскладывается, да. А ваш сын сказал, что вы приютили какую-то подругу, и что когда все это случилось, она была в своей комнате. То есть какая-то подруга живет в отдельной комнате, а ваш сын спит в метре от вас. Правильно я поняла? Ну... То есть вы подруге предоставили комнату, а у ребенка просто койко-место в метре от вас. Вы считаете это нормальным? Нет, это ненормально. Так слушайте, вы все в своей жизни считаете ненормальным, но вы же так живете. А Татьяна, про которую вы говорите в сюжете, это кто? Это сестра моя родная. Она за своим ребенком не может усмотреть. Если мои дети всегда дома, после школы и везде. Какие дома? Мы здесь для чего собрались? Ваш сожитель выгнал вашего ребенка из дома. Может, хорошо сделал, потому что когда ребенок лежит, а вы пьяные кувыркаетесь, что из этого хорошего может получиться? Да у вас и еда, вы в холодильнике показывали, что у нас всего полно. По факту, вы говорите, у нас помидоры, огурцы, капуста, килька. Это закуска. Это не еда, которой кормят детей. А у вас старший сын еще от другого мужа. У вас всего их 3. Было 3. Сожителей. Да. Вы Да, не были в браке? Нет, не была. То есть, получается, у вас 3 мужика, 3 ребенка. В брак вы с ними не вступали. В свидетельство о рождении детей отцов не вписывали? Нет. Это ваша принципиальная гражданская позиция? Ну, наверное, да. А почему? Фамилию не надо менять. Вы нам до программы рассказали, что Татьяна с вами рассорилась не когда ваш сожитель выгнал вашего сына из дома, а после ее свадьбы из-за селедки под шубой. Это что за история? У Татьяны была свадьба, она попросила помочь приготовить, в приготовлении еды. И мне принесли домой, майонез, то, что, все, что надо под это. Я приготовила, и потом уже, когда свадьба была, мы одну тарелку туда взяли, где она отмечала, потому что она отмечала у себя, а второй день она отмечала у мамы. Потом пришла моего брата, супруга, и говорит, дай селедку. А я говорю, какую селедку? У меня селедки нету. А где она была? А селедка под шубой была, она в холодильнике так и стояла. Но я-то подумала, что такую простую селедку. Я говорю, у меня селедки нету. Кто съел селедку под шубой? Они забрали, потом пришли и забрали, да. Мне не сказав ни слова, осадок ничего. Остался, я понял. Вот, и все. Нет, у меня осадок остался, почему они без разрешения, даже мне не сказали и забрали. Кого? Все, селедку под шубой. Без То, разрешения. что в холодильник залезли без моего Без Тани ведома. мы ничего не поймем, давайте позовем ее в студию сюда.
что тут сидишь, святая? Дети твои где? Тоже постоянно по улице катаются. Тоже гуляет С утра до с ночи. детьми со своими друзьями. Тань, ну вот не По надо 2 врать. часа. Не Нет, с утра до ночи. А у тебя вообще, Василий, Положите микрофон. Я Кто вам Лёш. слово дал? старшего не воспитывал, и этого выгнали. Сидит святая здесь, держится. За Коль своего, который одного мальчишку выгнал и второго выгнал. Вову. А второго это... Вову, то есть он Вову. старшего тоже выгнал? Да. Да вы что? Как он Да. мог выгнать, когда он уже не жил с нами? Так вы с ним живете 9 лет. Ему сейчас 19. А тогда, когда он пришел к вам, Коля, ему было 10. А где старший-то жил, когда он его выгнал? Ко мне пришел. И он жил у вас? Слава, да, до совершеннолетия со мной С прожил. какого возраста? Что ты Как врешь? от мамы ушел, Что ты врешь? Он вот у тебя от 2 или неё. 3 месяца пожил. Все, Вот так вот. все время он жил у бабушки. Так, Он был у меня. был у вас? Да, выпускной мы все вместе отмечали его выпускной. Так сколько лет 9 вы его класс. воспитывали? Да сколько ему есть, 19, столько и есть, все по чуть-чуть. Он и ко мне в гости приезжал, и у Почему-то на бабушки выпускном он... я есть То есть на вы фотографии, хотите а тебя сказать, что нету. когда Коля появился в ее жизни, старший сын ушел сразу? Нет, он вообще с ним, когда Коля пришел к ней жить, Славика не было. Он к ней пришел, наверное, ему было лет 13. Пошел пожить к ней. А потом, наверное, через пару лет он прибежал ко мне раздетый весь, в мороз. Так он с рождения у вас, что ли, был? У мамы. У мамы. У Вы бабушки, воспитывали да. Славика. А потом, когда появился Коля, лет в 13 он пошел пожил у мамы, Да. и в итоге Коля его выгнал. Да, У вас сейчас какая цель? лишить ее родительских прав. Чтобы детей дети куда? увидели другую На сторону время. жизни, а не вот эти А детей куда? гулянки. Взять опеку над ними. Вы Только, хотите да, взять? Да, только не в Ты детский свою дом, чтобы сначала они... воспитай. Так. А вы потянете? Потяну. А вы где-то работаете? Нет, у меня супруг хорошо зарабатывает. А супруг-то готов Да, к двоим чужим детям? да, конечно. Он с Вовой общается хорошо очень. Тут третий раз уже прозвучало, что ваша родная дочь с вами не живет. Это почему? Я ушла от первого мужа Да, потом года жила два как тому раз назад. у меня же ты жила. 2 года. Что вещи твои как до ушла, сих пор у меня почему-то. Я и смотрю, кофточку-то прибрахлилась, одна, вторая. Какая кофточка? Скажите мне, где ваша дочь? И Моя почему? дочь, я расписалась в октябре, и уже школа была, и решено, что до конца года она останется при маме. Вот у Арины надо было интервью-то брать. Когда ребенок приходит ко мне и говорит, Надь, говорит, я не хочу, она хочет меня забрать. Вот на самом деле, да, она ей сказала то, что в следующем году она ее заберет. То, что она здесь будет учиться, это все. Она приходит и говорит... мне, Ребенок говорит, несовершеннолетний, решать я, мне. говорит, я пешком уйду. Говорит, но я с Таней жить не буду. Она меня не слышит. Говорит, она и к бабушке, она у бабушки не У меня хочет с моим жить, потому что... ребенком говорит, А где она хочет отношения. жить? А где она хочет жить? У вас? она не говорит, где. Она просто... Нет, она То мне есть вы просто хотите вот так сказать, что вот ваши это. дети бегут к вашей сестре, а дети Мои вашей дети сестры не бегут Моему бегут к вам? ребенку не запрещено Мои общаться. дети бегут к Она бабушке, даже если сама что. сказала, что И то я это буду вот... с ней общаться. Смотрите, Я говорю, ваш, общайся, подождите, конечно. ваш сын, когда вышел сюда, потом эти претензии повторила ваша мама, и я полагаю, что ваша сестра с этим согласна. Они хотели бы, чтобы вас не лишили родительских прав, а ограничили в родительских правах, а вы пошли бы лечиться от алкоголизма и выгнали бы Колю. Вот условия, как бы, чтобы дети были с вами. Вы на одно из этих, хотя бы на одно из этих условий готовы пойти? Да, почему нет? А почему нет? А что, вот почему раньше не лечились от алкоголизма? Да потому что я считаю, то, что я не... То есть прям... Чтобы без него не могу. Я живу рядом, я ее подруга. Ты Она не запойная. до нее Женя, она при тебе же испевалась. Правильно, Жень, она может видит, она выпить. все время может выпить находится. в 5 утра, открыть глаза. Послушайте, можно? Тишина! Послушайте, Стоп! чтобы я... А вы- Я сказал, вы- тишина. Я одно понять не могу. Вы хотите забрать двоих детей к себе. Вы сейчас где живете? В Москве. В Москве. А дочка ваша останется с бабушкой. Нет, я перееду до конца, если надо будет детей забрать. Посередине года сорву и ребенка, и все поедут ко мне.
Вот тут здесь видео просто не Подождите, показывает, секунду. какой он... Стоп, секунду. Сколько зарабатывает ваш супруг? 150 в месяц. 150 в месяц. Теперь смотрите. Опека, которую вы сможете себя оформить до того, как ее лишат родительских прав, она будет безвозмездной, поскольку вы родственница. Да, я понимаю, конечно. То есть вы этих детей должны будете тянуть самостоятельно. Да, И ваш супруг на это готов. готов. А насколько большая у вас квартира в Москве? Однокомнатная, но она большая, просторная. Дети, а, разнополые, б, великовозрастные, ну, кроме мальчишки маленького. У вас одна комната, где вы планируете поместить 5 детей. А это съемное жилье? Или Нет, это собственность супруга. Вы сейчас услышали, что вы бред несете? Слышу. Можно я скажу? Вот недавно, буквально перед тем, вот как, на той неделе это было, Татьяна уезжала сюда, к себе, в Москву, и Арина пришла там на вокзале, они где-то это, и она потом после этого на следующий день приходит мне и говорит, Надя, а ты знаешь, что мне Танин муж сказал? Таня начала ругаться с Ариной, та топнула ногой, а муж Танин сказал, говорит, следующий твой поход в детский дом. Какая вы Я удивительная была в женщина. шоке. Вы в шоке были? А когда ваш говорит это вашим детям, вас это не смущает? Он никогда их в детский дом не А то, что на собирался. улицу их выгоняет, вас это не смущает? Я вот что хочу. Любимую рубрику посмотреть, поскольку там речь идет и о Наде, и о Тане. Соседи. Знаете, эта семья непонятная. Вроде и Надя ничего, я не знаю. Ну, факт подтверждается вроде, что она выпивает. Но не до потери детей. А вот Татьяну надо было бы угомонить. Займись сначала своим ребенком, воспитывай его. А то прожила с одним мужем, бросила, живет с другим. Воспитывает она своих детей намного лучше, чем ее сестра Таня. И сколько раз с Антоном она к логопеду водит, с ребенком занимается. Ну, Таня, она тоже, ну, типа, как она выпивает? Она выпивала, ее в багажнике тоже. Я их Вела распутный образ жизни. Я не видел, чтобы она пьяная была, это вам 100% гарантирую. Я ее видел, она с детьми ходила, но так, чтобы она пьяная была, там, чушь несла, такого я точно не видел. Она, во-первых, не пьет, если она может там и выпить, там, полстакана вина, как говорится, но я не считаю, что этот человек пьет. Просто-напросто это чистой воды поклеп идет. За детьми она смотрит? Конечно, они всегда и сыты, накормлены, и все это. Татьяну я неоднократно видел, когда она приезжала со своим новым ухажером. Они тут приезжали на скутере, и пьяные, она пьяная, он пьяный, и потом и с детьми ее неоднократно пьяной видел. Всех Если друзей верить собрала. соседям, то пьете в этой семье вы. Да, странно. Почему соседи так говорят? А вот этот последний, Александр, это ее хороший друг, даже ее, наверное, Колю. Так и вы Он так тоже считаете пьет. же, что главное горе в этой семье – это А Татьяна? Валентина Ивановна, Она не которая главное горе. женщина была, бабушка, Я не хочу сказать, что она она меня главное давно горе. уже не видела. С первым мужем я прожила 15 лет. А с ним пили? Ну, по праздникам, да, я могу выпить. Ну, Таня, по с Лёшкой праздникам. вы не по И всё. праздникам пили. Девочки, послушайте меня. Вот давайте честно. Ваши мечты сейчас о том, что дети будут с вами или с вами, они неосуществимы. Вам в силу возраста не дадут детей, вам в силу того, о чем мы уже говорили. Поэтому, если вы будете настаивать на том, что детям опасно жить с мамой, то другого пути, как в детский дом, у них нет. Вы это поняли сейчас? Не надо детей в детским Так, теперь послушайте меня еще раз. Это не я решаю, это суд решает. Вы же не сообщали в органы опеки, что ребенок Я живет со у вас, Славиком вместо того, ходила. чтобы жить в семье. Ну, выезжала полиция, они должны были сообщить. Мы обращались только не по поводу Вовы, а по поводу Славы. А почему? И Вам нужно было обратиться в органы опеки, рассказать ситуацию. Они бы приняли решение. Ваш сожитель выгнал вашего ребенка из дома, он живет у бабушки, органы опеки не в курсе. Вот теперь точно совершенно они в курсе, и теперь точно у них нет другого пути. Они должны будут принимать меры. Тем более, что мы сейчас увидим Колю. Того самого Миколу, из-за которого все и началось. Николай, идите к нам. Я вот сижу и слушаю, что вот, честное слово,
Бабы, вы из мухи слона сделали. Что ты, помолчи, Алексеевна? помолчи. Что ты, Татьяна? Чё, я вас для понять храбрости не могу. выпил? Что? Похмелился, Да, говорю? я похмелился. Сдать Молодец. анализ? Молодец. Да как же ты сдашь анализы, когда ты все 3 дня здесь, которые был, ты пил? Да? Да. Давайте, не вопрос. Ну, Алексеевна, вопрос. почему Не вы на надо меня... обижать Почему вы на детей. Надежду наезжаете? Да, А чё бывают не ситуации, наезжать? когда Кто её- что-то случается. Кто ее спаивает? Кто приносит и наливает рюмки? Я Надя, приношу, налей. наливаю рюмки. Надя, налей. Кто-то и приносит. Что? Кто ты Алексеевна, вы приносишь? видели это? Если она лежит... Вы все видели Я это, не что мы просто сидим, так у вас пьем? жила. Татьяна, ты Я вообще не была? просто так у вас 2 жила. месяца у нас. Ты Да. 2 месяца Да. жила. Ты это видела? Видела. Ах, ты это видела? Видела. Хорошо. И как в 5 утра Где? вставали, Покажи блядь, мне вы официально, что ты вот это можешь доказать, что ты видела это. Да. Ты Со знаешь, слов мы я здесь много всё чего равно могу не тоже переспорим, сказать, ты же понимаешь? Ты сейчас прав, скажи, что мужик. ты ни одного, ни второго не выгонял из ихнего же дома. Да, с Вовой меня... Ты кто тут такой? Славика, Есть никто и звать Славика никак. я не выгонял. Выгонял. Нет, Славика я не выгонял. выгонял. Ты С достал Вовой у меня своими возникла указами. ситуация очень плохая. Так, сядь, Я пожалуйста. виноват. Сядь. Можно? Сядь. Какая ситуация у Я вас просто возникла ситуация с Вовой, что я виноват перед Вовой, что я так мог сказать. Вова, если тебе не нравится, что я прошу тебя сделать то или то пожалуйста. Побудь Значит, немножко внимание, я спокойнее. хочу, я никогда хочу не просил напомнить его. вам. Стоп, А ты подожди. кто такой? Ты кто Ты такой? хоть раз воды принес? Я Кто человек, такой? который- Последние 2 Ты года. кто такой? Я человек, который Ты с кто? 3 лет... Ты ей кто? Ей Да. муж. Никто. Ну, муж. Никто. грубо говоря. Ты Мы ей живем никто. вместе. Я отец ее. Нет, Нет, не не отец. отец. Почему не Потому отец? что ты не вписан в свидетельство о рождении. Ты Это не муж, идет сейчас, в данный ты момент. не отец, и ты в этом доме никто. Он сидит еще оправдывает. Я виноват. Кому нужны эти оправдания? Ты виноват, осознал? Ребенок должен быть дома, в отдельной комнате, а не лежать с тобой, как вы там кувыркаетесь, смотреть. Он несовершеннолетний еще. Николай, Да. вы пьете? Нет. Не пьете. Нет. Ее ребенок, не твой, сказал нам следующее. Он пришел домой. Ты лежишь бухой на диване, как я сейчас понял по дислокации, на его месте, на его диване, который в метре стоит от вашей кровати. Он, желая освободить свой диван, тебя перетащил. Ты пьяный возбудился, сказал, чтобы он больше так не делал, и пошел ты и не к бабушке, а отсюда. Было? Я вообще-то сказал к бабушке. Кто ты такой, чтобы ребенку, который живет в этом доме, говорить, что ему делать и куда идти? Что ты о себе возомнил? Я здесь просто перед ним виноват. Реально, ведь в данной ситуации я перед ним был очень сильно А виноват. как ты ее исправил? Я Вот за пытался это с ним, время. я пытался с ним поговорить, но он какое-то время со мной вообще не общался. Давайте, кстати, посмотрим на Антона, не видели ни разу. Антон, расскажи, как ты учишься в школе? Бывает на тройку, бывает на пятерку. А с кем ты делаешь уроки? С мамой, бывает с папой. А с кем тебе больше нравится делать уроки? С папой и с мамой. Дома чем ты любишь заниматься? Вышивать, изукашивать. Ты любишь родителей, маму, папу? Да, Сильно? да, Они тебя обижают? нет. А вот если что-то натворишь, могут поругаться? Только могут накричать мне сильно. С братом Вовой ты общаешься? Да, А как часто? каждый день, как я вижу Вову на автобусе, когда мы ездим. Я с ним разговариваю, спрашиваю, как у него дела. Хочешь, чтобы он пришел? Да, Тебе хорошо с мамой, с папой? да, Но хочешь, чтобы еще Вова вернулся? да. Сколько лет ребенку? 8. Как часто вы посещаете логопеда? Каждый день занимается в школе. Он последний год только ходил. Татьяна, Там, вот это ты не уже не знаю, ври, пожалуйста. месяца 4, Татьяна, наверное, не да, ври. как Вот, раз. Татьяна, надо здесь врать. не нужно врать. Коля, сколько денег вы зарабатываете в месяц, дорогой? Сейчас, в данный момент, Да. ну, где-то 1060 выходит. Вот так даже.
А работал на той работе, выходило 30, поэтому я и бросил ту работу. Понятно. И как долго без работы был? Недели 3. Так, а за 3 недели дом нельзя было привести, хоть какой-то порядок? Ну, еще тут просто этих сумм таких. Слушайте, а вы 60 тысяч в месяц зарабатываете, на что тратите? Я говорю, что то вот сейчас они будут, потому что я только-только ушел с работы. А так я 30 тысяч зарабатывал, но их реально просто вот на Не еду и на ври, ты всё. с таких денег домой никогда не приносил. Если ты приносил, По был 15 бы ремонт тысяч в доме. ежедневно, то есть В по доме 15 ремонт тысяч был бы. каждые И не пил бы ты, не полмесяца нам пропивал, не платили. ври. Мам, он Зачем приносил ты врешь? 2 раза в месяц. Конечно. Каждый раз, когда вы будете идти в магазин, вместо литра алкоголя покупайте литр краски. И вот красьте этот дом, пока он весь не будет в надлежащем виде. И подруга пускай вам поможет. Я смотрю, она боевая. Вот пускай она будет боевая подруга не по стакану, а по валику. Вот Я и не по стакану, посмотрим. подруга. Вот и проверим. И надо да. попросить Почему-то показывают помогу. только кухню и зал. А где остальные 2 комнаты? Но одна комната, мы ее разломали, Таня, ты сама это прекрасно знаешь. И она сейчас Видела. закрыта, потому что мы ее подруга подготовили. ваша где Подготовили. Она тоже, там комната, тоже там, обои, ремонт, просто да, это, и да, обои. обои и сняты, все Там снято, только это стоит то, что- предремонтное, там да. просто стоит кровать. А вы Ну и сдаете, одежда. вы сдаете ей комнату за Нет, мы не какую-то плату? сдаем. Нет, мы не сдаем. Она уже и уехала. У нее просто она на ситуация время возникла просто, такая, да. поэтому мы... Она попросила, так же вот как Татьяна ко мне приехала тогда вот Так и после положили бы ее в метре от себя, а сыну в отдельную комнату. А как так получилось, что вы из Славика выгнали из дома? Славика никто не выгонял из дома. Когда я приехал сюда, познакомился с Надеждой, Славик в тот момент находился у бабушки. Ну и я, Учился и я он в жила школе, у бабушки. и она жила тоже у бабушки. Я думаю, что только он нам сможет ответить на вопрос, выгоняли вы его из дома или нет. Но Славика я никогда не выгонял из дома. Вячеслав, Никогда он не это самое. идите к нам. Че, еще не наигралась? Меня кинула с самого детства, ушла. Ну к ты одному. тоже скажешь, то, что я тебя совсем не воспитывала, я тебе ничего не Где ты делала. воспитывал? для тебя. Единственный раз прийти в садик забрать? Давай Приехал, тебе опять, вспомни, Таня, когда ты мы говоришь постоянно. Танины слова, Слава. До этого вы приходили, Так, все Слав, нормально. сядь, пожалуйста. Извиняюсь. Мама вас не воспитывала, да? Я так понимаю. Ну, как вам не Нет, воспитывала? как она так появлялась моментами. Ну, у нас просто конфликты уже произошли, и, ну, по сути, я сам ушел. Но А я что уже не за выдержал. конфликты? Ну, постоянно вот это, сходи то сделай, вот это Правильно, сделай. или И везде, посуду ну, помыть, сколько лет или тебе это было? самое. Мне было 14, где-то так примерно. Мгм. А он сам-то дома что-то делал? Ну, в телефоне все делают у нас. Слав, какой выход из ситуации ты видишь? Ну, ее отправить в реабилитацию, Но она не хочет. полечиться. А вот ты сюда... Ну, вот От здесь чего, уже Слава, я не лечиться? знаю, как Слава, сделать. от чего лечиться? Помолчи Ты вообще сейчас. молчи. Слав, а ты вышел сюда, и первое, что ты сказал своей маме, не наигралась еще. Это ты что имел в виду? Но она одного родила, Да. меня. Я жил не с ней, то есть. Вову они выгнали. Ладно, ну, она как разбирается до сих пор как-то ночами, там и разбирается вечером. Ну, а Антону мне уже жалко. Почему? Ну, потому что, ну, Ой, разговаривать Вова, до не сих пор не трожьте. научился. Слава, не трожьте, пожалуйста, моего сына. Давайте предположим, что произойдет чудо, и мама вдруг осознает все и захочет лечиться. Вот она полечится. Это непростой путь. Вот она вылечилась. Она возвращается в квартиру, а там он сидит. Пока он там будет, это будет продолжаться изо дня в день. То есть он корень зла твоей мамы? Да. То есть Бабушка начинается говорит, всё что он с него. наливает ей. Это правда? Постоянно наливаю, постоянно Но- она пьет. Но это уже вообще за все рамки выходит. Надежда, а вам не кажется, что иногда вообще лучше одной, чем вот так? Я уже задумывалась и не раз, то, что лучше одной с детьми. У вас Вы трое задумались, мальчиков. а он вам раз рюмашечку, и вы передумали. Вы опять задумались, он вам раз еще рюмашечку, и вы опять передумали. И это замкнутый круг. Стелила она вначале хорошо. И как это все с белого перевернулось на черное? Женился, вошла в доверие. Что требует? Требует машину, требует телевизор, требует ноутбук. Затыкает мне рот моментально. А она купила дом, когда вы купила. еще не развелись. За 300 тысяч, потому что я Вот не они, денег. нашлись Вот 300 такой! тысяч, нашлись!
Что это за деньги? Деньги из ее тайника. Дайте мне, Александр, автомат, я его сейчас Вот на каждом суде дайте врача, дайте автомат. У нее один в доме сгорел, второй в ДТП разбился. Да нет, я вообще-то спиртное я не употребляю. А вы в браке были? У нас просто как это, бурный секс, яркий оргазм, лежим, кайфуем. Вот два баба перед вами. Почему вы Олега от нас утаили?